Всем привет! Сегодня готовим очень классные, вкусные лепешки питы на бездрожжевом тесте. Пита отличается от обычной лепешки тем, что у нее внутри есть полость, которую обычно наполняют самыми разными начинками. Я разрежу питу, чтобы вы посмотрели, какой у нее внутри получается кармашек. Посмотрите. Вот здесь вот такая замечательная полость, в которую можно наполнять любую начинку, и сладкую, и несладкую, какую хотите. Питу можно есть и как обычную лепешку. Это прекрасная альтернатива дрожжевому хлебу. Посмотрите, какие они все замечательные. И для того, чтобы приготовить эти замечательные лепешки, мне понадобится 360 грамм муки, 200 миллилитров горячей воды, 20 грамм оливкового масла и пол чайной ложки соли. Это тесто фактически очень похоже на тесто, которое мы делаем на обычный лаваш. Отличается только технология приготовления. В миску я просеиваю муку. Теперь в горячую воду я добавляю соль и перемешиваю. Вода у меня буквально только что закипела и пару минут постояла на столе. Совсем немного остыло. Тесто здесь так называемое заварное. Перемешала соль. Теперь в муке делаю углубление и вливаю сюда горячую воду. Сразу же добавляю масло и начинаю замешивать тесто. Сначала ложкой, так как вода горячая. И теперь буду замешивать тесто рукой. Главное аккуратно, чтобы не обжечься. Хорошо все замешиваю. Тесто должно получиться достаточно мягким, не слишком плотным. Тесто я соединила в один ком. Посмотрите, какое тесто получилось мягкое, не слишком забитое мукой, но тем не менее оно не пристает абсолютно к рукам. Конечно, вам может понадобиться чуть больше муки или чуть меньше. Конечно, мука везде разная. Вы смотрите по консистенции теста. Теперь тесто я немного замешу на столе, примерно минут 5, чтобы оно стало очень гладким и эластичным. Тесто это очень хорошо месится, и оно такое приятное, тепленькое. Тесто я хорошо вымесила, оно как раз за это время уже остыло, осталось слегка тепленьким. И теперь я его подкатываю в шар, отправляю в чистый пакет. И тесту надо дать отдохнуть минимум 20 минут. Тесто у меня полежало и отдохнуло. Я его достаю из пакета. И сейчас тесто я разделю на 8 равных частей. Я буду делать 8 лепешек. Тесто я раскатываю вот в такую небольшую колбаску. Делю тесто примерно пополам и на еще 4 части каждый кусочек. После того, как разделили тесто на равные части, каждую часть я подкатываю в шарик. Вот таким образом. И выкладываю на стол. Тесто должно опять отдохнуть, чтобы хорошо раскатывалось. Как видите, тесто такое хорошее, что не требует ни подпыления мукой, ничего. Видите, оно совершенно не пристает к столу. Аккуратненько все подкатываем. Подкатанные кусочки теста обязательно закройте пищевой пленкой, чтобы тесто не подсыхало. Итак, сейчас будем раскатывать лепешки. Я включила уже разогреваться сковородку. Сковородка должна быть хорошо разогрета. Беру немного масла,
смазываю рабочую поверхность маслом, выкладываю сюда кусочек теста и начинаю раскатывать. Раскатывать надо тонко, но не слишком. Не так, как мы раскатывали тесто на лаваш. Чуть толще. И стараться надо придать тесту круглую форму. От этого будет зависеть, как сама лепешка наполнится внутри паром и какой получится кармашек. Поэтому стараемся раскатать именно круглую форму. И чтобы тесто везде было равномерно, ровным слоем. Посмотрите, я раскатала вот такую круглую лепешку. Диаметр лепешки у меня примерно 15-16 сантиметров. Сковородка у меня уже хорошо нагрелась, и я лепешку выкладываю на сковородку. И теперь посмотрите. Мы ждем, пока на поверхности лепешки появятся пузырьки. Это примерно займет около минуты времени. Посмотрите, видите, начинают надуваться такие пузыри. Сейчас лепешку я переворачиваю на другую сторону. И жду, когда она тоже начнет как бы приподниматься. Тоже появляются такие пузыри. Лепешка как будто приподнимается. Сейчас мы должны как бы помочь лепешке, чтобы образовался вот этот внутри воздух, кармашек этот. Лепешка начинает надуваться. Это буквально секунд 20 мы ждем. И я сейчас лепешку снова переверну на другую сторону. И посмотрите, что происходит. Лепешка сразу начинает внутри резко приподниматься, и образовывается вот этот воздух, пар. Посмотрите, как она надувается. Образуется кармашек. Вы видите, как надувается лепешка? Вот у нас и получился внутри вот такой вот пузырь воздуха. Сейчас я лепешку еще переверну, чтобы она с другой стороны поджарилась еще. Какая она получается классная. Когда вы переворачиваете ее на другую сторону, лепешечка немножечко опять оседает. Я просто ее хочу вот так вот немножко покрутить, чтобы она со всех сторон была такая красивая, поджаристая. Сейчас еще раз переверну, и она опять надуется. Видите? Как шарик. И сейчас я сразу же подготовила противень, который я застелила бумажными полотенцами. И на этот противень я буду снимать лепешку. Перекладываю лепешку на противень и закрываю ее полотенцем, чтобы она не заветривалась. Итак, что очень важно в приготовлении лепешки? Я сделаю акцент именно на важных моментах. Лепешку раскатать, чтобы она была максимально круглая. Затем выкладываем ее на хорошо разогретую сковородку и несколько раз переворачиваем. Каждую лепешку я готовлю всего примерно 2,5 минуты. То есть вот так вот я ее туда-сюда немножечко кручу и обжариваю со всех сторон. Готовые лепешки, как видите, я обязательно выкладываю под полотенце. И мои лепешки уже почти все готовы. После того, как питы остыли, лучше всего их хранить в чистом полиэтиленовом пакете, чтобы хлеб не заветривался и не подсыхал. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!